Банковская система с самого своего основания подарила всем склонным к воровству людям некий челлендж. Самую заветную мечту – ограбить бумажный дом. Начиная с 19 века энтузиасты врывались со своими револьверами в банки, требуя деньги в мешок. Теперь так делают либо в фильмах, либо самые отчаявшиеся идиоты. Но все изменилось в 1994 году, когда микробиолог Владимир Левин вторгся в систему американского Ситибанка и в течение 5 месяцев вытащил со счетов клиентов банка $12 миллионов. С тех пор началась новая эпоха. Эпоха, когда банки охраняет один дядя Толя с пузом до колен и пару тревожных кнопок у сотрудниц в белых рубашках с расстегнутыми верхними пуговицами для выполнения плана продаж. А вот все банковские интернет-системы защищают лучшие умы нашей планеты. По крайней мере, многим хочется в это верить. Но романтика ограбления бумажного дома вовсе никуда не ушла. Банкоматы – вот новая цель самых продуманных и умных преступников нашего времени. Самое главное отличие от попыток хакеров – ухватить джекпоты сетевого пространства. В нем всегда есть награды для энтузиаста. Именно за такую награду энтузиаст на ваших экранах уже отбыл свое наказание. И ему есть что вам рассказать об этом мире. Куда точно не стоит сувать свой нос, но послушать можно. Начну я с того, что попрошу всех неокрепших умом закрыть это видео. Вам может показаться, что все, что я вам рассказываю, круто, имеет какую-то романтику, но на самом деле это болото, в котором в конечном итоге все остаются одни, и выбраться из него будет просто невозможно. Путь всегда будет один. Единственная дверь в комнату, где всего одно окно, с решеткой, и новые друзья, с которыми ты будешь делить одну парашу. И это последнее предупреждение в этом видео. Расскажу немного биографии о себе. Меня зовут... но друзья называют меня Франклин. Отлично. Теперь, когда мы с тобой хорошо друг друга знаем, практически лучшие друзья, я расскажу историю моего бывшего соратника по цеху. Но большое отличие его истории от моей в том, что ему все же удалось избежать наказания, а сейчас уже истек срок давности. Интригующе. Будет много реального опыта и много историй. А ты пока подпишись, нажми на колокольчик и поставь лайк. Чем больше поддержки, тем чаще я буду приходить с новыми историями. Итак, называть мы будем нашего друга профессор. Хотя нет, лучше Джексон. По личному опыту могу сказать, что люди, проявляющие фетиш на банкоматы, имеют какую-то мотивацию этим заниматься. Чаще всего они готовят идею и убеждают себя, что их план хорош, вводя в уши своим товарищам то же самое. Давайте я процитирую слова мистера Джексона. Мне никогда не нравилась официальная финансовая система, использующаяся в большинстве стран, в особенности банковская. Эти наглые ростовщики набирают себе деньги, создавая видимость, что по-другому и надежнее нельзя вовсе, кроме как положить денег им на хранение под проценты ниже инфляции. Затем выдают их как кредит или займ, а потом 85% осваивают, а иногда и все 100%. Они делали это на протяжении всего своего существования, еще со времен сберегательной кассы в Российской империи. Так что точно могу сказать, что я считаю банкиров самыми большими мошенниками, которые обелечивают простой народ. Но это тема для отдельного разговора. Не советую считать мнение мистера Джексона правильным, и в особенности писать об этом в интернете. Вы не такой отбитый, как мистер Джексон, и можете сформировать свой взгляд на банковскую систему. Давайте теперь немного расскажу вам о Джексоне. Вы же наверняка думаете, что это какой-то фуцман, который тихо сидит в какой-то глубинке и нас тут жизни учит. Итак, свою финансовую карьеру начинал он с продажи банковских карт. Потом перешел к обналу и со временем оброс полезными контактами. Собрал несколько команд по разным направлениям, как вы понимаете, по черным направлениям, в том числе по социальной инженерии и целевому взлому. Спустя время наш герой стал получать интересные предложения по реализации различных тем и схем. Но это далеко не те темы, которые вы видите в телеграм-каналах, где школьники обменивают самокат на шоколадку или подменяют оригинальные кроссовки на Паль Валберис. Тут совсем другой уровень. Часть схем были серыми, а другие требуют глубокую тишину.
Порой казалось, что лишь за идею могут посадить. Но Джексон всегда старался ставить некие красные линии. Он чуял, когда точно нужно выходить из темы, чтобы оставаться как неуловимый Джо. Никому не нужным. Он тщательно выбирал тех, с кем ему работать. Получалось не всегда хорошо. Но тем не менее к 30 годам он ушел на так называемую пенсию и перестал заниматься грязными и очень грязными делишками. Но это тоже тема другого дня. К ней еще вернемся. В золотые годы его сервисы были в топе на всех известных платформах, примерно до 2016 года, по продаже банковских карт и обналу всех видов. Более 95% тех, с кем Джексон работал по различным причинам, выбыли. Кто-то сидит, кто-то находится в розыске, либо гуляет под условкой. Кто-то скрысил нечисто нажитое, а кто-то просто в один день исчез с радара. Навсегда. Хоть и этот мир не такой жестокий, как картели, но всегда нужно быть готовым к потерям. А они идут одна за одной. Давайте теперь перейдем к основной теме, самому интересному. Я расскажу вам о том, как в 2013 году одна из команд мистера Джексона взламывала банкоматы NCR по всему миру. В общей сложности потери банковской системы составили более 30 миллионов долларов в течение последующих нескольких лет. Но не так, как считает урон от хакеров, завышая X30 потери, а реальных бумажных купюр. 30 миллионов в пересчете на баксы. Сразу скажу, что многие из подельников были пойманы. Но мистер Джексон не пальцем сделан, ему удалось остаться на свободе. Вот его цитата. «Я давно нахожусь вне юрисдикции России и стараюсь не светить ебалом перед мурзилками. В принципе, если вы не в розыске, то сроки давности для вас по тяжким статьям 10 лет. Делайте выводы. Расскажу предысторию. Все начиналось с банальной беседы под другим ником и нераскрытым обстоятельством. О них не будем говорить, нам не нужны неприятности, да и сроки давности давно истекли. Так вот, за чашкой кофе в маленькой кафешке в центре Москвы мистер Джексон встретился с партнером, к которому пришел за капустой некий искусный инженер по кличке Сникерс. Будем его называть именно так. Сникерс прекрасно разбирался в техническом устройстве банкоматов. У этого человека, как оказалось позже, весь дом кишел различными радиоэлектронными устройствами. Было много запчастей от банкоматов, посттерминалов. Такое вот хобби у человека. Можно сказать, следующий шаг после системы RGB-лампы на Arduino Nano. Обсуждение зашло про новости о том, как неудачники взрывают банкоматы или пытаются увести их целиком. Таких идиотов можно делить на 3 категории. Первое – подрывники. Ребята берут что-то, что нельзя говорить вслух, прикручивают туда электронный фитиль и бахают. Были истории, где ребята не рассчитали, и теперь у них пальцы как вилки для устриц, а глаз как у циклопа. Вторые – ковбои. Ребята чаще всего в Британии собираются группаками, берут машину потяжелее, накидывают лассо на банкомат, после чего водителю достаточно лишь разогнаться. Третьи – курьеры. Это самая отмороженная категория, которые вообще не понимают, как работают банкоматы. Они просто вырывают банкомат с места, грузят в машину и уезжают. В основном сразу в тюрьму. Раньше таких идиотов было меньше, но сейчас интернет просто кишит разнообразными техниками попадания в тюрьму. Ну так вот, Джексон и его партнеры Сникерс хотели найти более умный и чистый способ, без видимых следов, чтобы тема жила как можно дольше. В какой-то момент Сникерс поделился информацией, что верхнюю часть банкомата, где находится компьютер, который им управляет, можно легко открыть модифицированной отверткой. Сначала обсуждали идею с загрузкой вируса через флешку, но он сказал, что USB-порты часто заблокированы или их вовсе нет, а клаву с мышкой банковский техник подключает через старомодные PC-разъемы. Затем они пришли к выводу, что можно просто заменить комп на свой. Но тогда потребуется куча софта, а он, как известно, у всех разный. Однако система выдачи подключается к компу отдельно от других систем. Так и пришла идея. А что если вставить между системой выдачи денег и самим компом некий механизм, который позволит контролировать выдачу денег? Джексон и Сникерс арендовали загородный дом и заказали по частям банкомат для тестов. Давайте не будем забывать, что в команде был искусный инженер. Он и собрал его. И эти пионеры терминального труда начали свои эксперименты. Оказалось, что им подходят банкоматы с SDC-шиной. Позднее они собирали еще один такой, но версию побольше. Первые версии ящика были в пластиковой коробке от электронного щитка, заклеенного скотчем.
Позже уже закупили 3D-принтер, на котором печатали корпус из пластика. Само устройство изнутри в разные годы выглядело по-разному. Вот один из первых. Кстати, этот дом вычислили позже и брали его со спецназом. Когда они залетели и увидели мешки с деньгами, опера ужасно перевозбудились. Но потом они поняли, внимание, что это тестовые деньги. Это билеты банка приколов. Сотрудники были настолько огорчены, что подозрительно часто и сильно придавливали своими кирзачами скованные руки наших героев, при условии, что они и так лежали мордой в пол на холодном кафельном полу. Бедняжки. Но далее была не менее забавная история, где у спецназа появился новый квест. Как вынести банкомат? В дверь он не проходил, в окно тоже. Они, кстати, так и не доперли, что его собрали по частям в комнате и в деле этот вопрос обошли. В итоге сломали стену дома вокруг оконного проема. Арендодатель был в полном ахуе и побежал в прокуратуру подавать жалобу. Но ему пообещали соучастие, если он не успокоится. Видимо, защита интересов корпорации выше, чем простых людей. Конечно же, мы говорим про прошлое. После переаттестации все же изменилось. Я надеюсь. Ладно, вернемся к технической части. Главной сложностью было то, что требовалась плата с СПА от списанных банкоматов для успешной работы. Поначалу их было легко скупать. В России много было запчастей, в том числе на Авито, который славится абсолютным похуизмом к содержанию объявлений. Но со временем пришлось искать их по всему миру. Для первоначальных тестов использовали фейковые банкноты типа билета банка приколов. Схема работы была следующая. Верх банкомата открывался модифицированной отверткой. Позднее они просто купили ключи. Они, как оказалось, у всех одинаковые, начиная с верхней части. А выключали комп уже внутри. Далее ящик помещался в банкомат и переставлялись разъемы. Везло, когда винтики на разъемах не были прикручены. Многие обслуживающие техники этого не делали, но попадались очень туго зажатые. После установки ящика банкомат закрывается. Далее его необходимо включить с помощью пульта. Использовали обычные пульты дистанционного управления от гаража. После активации на железной клавиатуре можно было управлять выдачей денег из разных кассет. Обычно там 4 кассеты. Этакая лотерея, не знаешь в какой какие купюры. А начинать-то надо с крупных, мелкие вообще лучше не лутать. Ибо чем дольше ты возле него стоишь, тем больше вероятность попасться, забрать коробку и подключить все обратно, чтобы не было понятно, как это работает, и перезагрузить банкомат. Вот такая вот пошаговая магия. Маглы нашли свой философский камень и превращали отвертку с платой в золото. К моменту с Азкабаном мы еще вернемся, не переживайте. Зачастую, если все было сделано правильно, до пересчета денег никто не понимал, что произошло, особенно в мелких банках с инкассацией по контракту. Первый успех был невероятным. Джексон и Сникерс не могли поверить, что все работает так просто. Их целью были банкоматы NCR, а именно модели Personas 5877 и 5887. Да и модель была распространенная. Чтобы не быть балаболом, вы можете изучить официальную документацию этих банкоматов. Я ее оставлю в телеграм-канале Киберьеж. Там как раз можно разглядеть, насколько смешной замок и как он открывается, да и вообще много чего интересного. С 87-ми были трудности, так как требовался доступ сзади. Не все подходили. Правда, потом все равно нашли способ и сверлили отверстия. Но это не чистая работа. Новые self-serve с этой схемой тем более не работали. Команда Джексона начинала с России, но вскоре мурзилки начали разлетаться по всему миру. Мурзилок искали через известных по работе с обналом дроповодов. Первые устройства были довольно бесконтрольными. И Сникерс быстро понял, что мурзилки обманывают их по финансам. А поскольку это не картель и просто сделать дырочку в башке наебщика нельзя, максимум это оплатить контракт по выдаче пиздов. В общем, пришлось обновлять устройство. Сникерс добавил логи и блокировку устройства с кодом разблокировки для повторного использования, чтобы они были привязаны к дроповоду. Ну и увлеченные теперь могли получить премию. Благо в обнале всегда есть контакт бывших сотрудников или спортиков, которые на тот момент за $500 серьезно снижали количество хитпоинтов мурзилок в области печени и почек. Мурзилки получали 30-50% в пике, когда стресс сменился на состояние на приколе. Был даже создан своеобразный рейтинг самых успешных и неуспешных.
У каждого из них были прозвища типа Гендальф, Обосрашка, Очки, Лысый и так далее. Главным антирекордсменом по блэкбоксам был мастер-фломастер по прозвищу Очки. Он потерял 3 устройства. Дважды попался охране, которая, естественно, сдала его в соответствующее место, благо до установки ящика. Поэтому получилось легко достать, но избили знатно. Вы спросите, почему очки? Посмотрите сами на фотографии из его дела. Однозначно рекордсмен по количеству засветов в камере. В его деле есть видео, где он пытался выдвинуть верхнюю часть банкомата, а она застряла. Так он уперся ногами в банкомат и попытался ее выдернуть. В итоге прибежал охранник отделения и заластал его. Как сейчас говорит молодежь, тот еще кринж. Жаль, не могу его тут выложить, исходников нет, их можно было увидеть только на записях суда. Давайте рассмотрим, какие еще были проблемы у мурзилок. Первая проблема – это камеры, за которыми постоянно следят. Многие банкоматы были оснащены камерами, и мурзилок могли заснять, поймать, вставить паяльник в жопу, что называется терморектальный регулируемый допрос, и выйти на команду Джексона не составит труда. В этот момент как раз шутки заканчиваются. Некоторые из них пытались использовать парики, кто-то целые гримерные наборы, приклеивал бороду, но в основном все мурзилки действовали открыто. Максимум шарф или маска на лицо. Самое главное было незаметно успеть вставить ящик, что оказалось не так просто. Если в итоге их словили на месте, специально обученный человек их доставал, но каждый раз предупреждал, что когда эта история сильно распространится, их достать больше не получится. Тогда в Москве еще не было центральной системы розыска через распознавание лиц. Сейчас такую работу сложно представить в этом городе. Вторая проблема. Все же некоторые имели сигнализацию верхней части, например, Альфа-банк. Поэтому их не трогали и после них вели тесты на наличие сигналки. Сначала открывали, вырубали банкомат и уходили. А второй человек сидел и наблюдал. Думаю, понятно, почему не тот же. Потом уже ставили ящики и опять по съебам. Второй постоянно наблюдает. И если уже никто не приехал, то шли опустошать банкомат. Но в этом случае, если кто-то все же приехал, то команда Джексона теряла ящик. А чем больше потерянных ящиков, тем быстрее умрет тема. Поэтому придумали тестер, чтобы не терять драгоценную плату и не палить тему. Со временем начали ставить дополнительные замки. И по-чистому уже такой банкомат было не открыть, надо высверливать отверстие. Как и любая тема, это тоже оказалось не вечной. Со временем в банкоматах обновили систему шифрования при работе с этим портом, и установка в разрыв стала невозможной. Поэтому мурзилки начали оставлять ящики в банкоматах из страха или по своей криворукости. Да и модели таких банкоматов стали встречаться все реже. Стали замечать сигнализацию с датчиком объема внутрь. Тема стала очень популярной и ей стали очень серьезно заниматься на высоком уровне. Банки писали коллективные жалобы и отказывались грузить банкоматы деньги. Появились упоминания в новостях. Настала пора спрыгивать. Как говорится, кто не успел, тот опоздал. Сам же мистер Джексон прокомментировал ситуацию вот так. Как итог, к сожалению, многие из моей команды по ящикам были пойманы благодаря криворукости и записям с камер. А также болтливым подельникам-сексотам, которые за досудебку были готовы оговорить родного брата. Так, я опять сказал подельникам, бывшим компаньонам. Кстати, кто не знает, вдруг сексот – это стукач или доносчик. Еще со времен КГБ. Так вот, они погорели в первые дни. Им надавали государственных псевдоадвокатов, которые успешно помогли им сдать самих себя и все вокруг. Со временем у команды Джексона появились последователи и плагиатчики. Правоохранители быстро уловили фишку и дали обозначение всей категории таких устройств Black Box. Также мистер Джексон добавил: следователи опера из России могли бы стать отличными сценаристами для фильмов. Если послушать записи судов подельников, там столько бреда наговорили на основе сочиненных экспертных заключений, настолько все раздували, чтобы урвать себе полканов звания. Основную концепцию вы теперь знаете. Мне было бы интересно почитать ваши комментарии. О чем хотели бы послушать еще? Я расскажу обязательно. Жизнь мне дала тяжкую ношу контакта с такими людьми, за которую пришлось поплатиться. Но сижу я здесь, чтобы убедить вас, что такое точно не стоит повторять. Времена уже не те, да и тема устарела. Теперь самое важное.
Запомните, безопасность – это не только технические средства, но и внимательность к деталям и постоянное совершенствование. В первую очередь надо инвестировать в себя, собирать знания отовсюду, по крупицам от реальных специалистов. Ну или гуглить, курить доку тоже никто не отменял. Сам же мистер Джексон, который хоть и остался на свободе, но вышел из темы, сделал вывод из всей истории. Это что-то по типу ответа на вопрос, а что бы ты изменил, если бы у тебя была машина времени? Меньше подельников, меньше проблем. И шансов, что тебя подведут или сдадут. Так, я опять сказал подельников, не компаньонов. Оговорка по Фрейду. В наши времена не было веб-автоматизации. Сейчас именно туда уходят многие работяги из черных тем. Можно сказать, это привычная среда, но в легальном поле. Например, я купил своим прогерам курсы ежа по автоматизации, накруток и регистрации, чтобы развивались. Эта тема легальная, но требовательная к обучению. Ну и так легче найти способ легализоваться и завязать. Хотя лучше и не начинать. Ну вы поняли. Какой вывод? Никакие темы не вечные. Рано или поздно в этом болоте ты оступишься, и путь только один. Спасибо за внимание. Если вы наставите кучу лайков, я снова приду с другой темой из прошлого. А может и из настоящего. Вся интересующая вас информация будет в описании.